Всем большой привет, ребята! Сегодня у нас очень необычная тема для разговора, но она очень близка мне и моему мироощущению. И мне кажется, не будет секретом, если я скажу, что в сегодняшнем мире, на сегодняшний день блогеры занимают важную нишу в жизни каждого из нас. Они вдохновляют на путешествия, заряжают позитивом, смешат, провоцируют нас на изменение своего стиля и чего они только не делают. Когда я только начинала вести свой канал, у меня была мысль об этом видео, поэтому даже если его посмотрит 5 человек, это уже будет успехом. Итак, мальчики и девочки, сегодня разберем, кто же такие It Girl, с чем их едят, как они становятся популярными и задают тренды. Думаю, что подобный контент впервые будет представлен на русском языке, поэтому мне нравится быть этим первооткрывателем. И хотя я сама отношусь к поколению зумеров, и мне пришлось очень много гуглить для подготовки к этому видео, но зато сегодня здесь я представлю вам полную картину, введу в курс дела, так сказать. Сегодня здесь разбираемся в этом мире супер премиум брендов и фэшна. Наливайте себе чаек, ведь мы начинаем. И, кстати, я забыла поделиться тем, что у меня появился свой телеграм-канал, где вы найдете много новых новостей. И там уже немножечко разобран скандал между Акыном и Бру. А если вы ничего о нем не знали, то я вас приглашаю. И в связи со всеми этими новостями о закрытии Ютуба, неизвестностью о том, что будет дальше, я думаю, что если вы будете в телеграм-канале, вы первыми узнаете о том, что же нас всех ждет дальше. Но мысли о том, чтобы заканчивать свое творчество, у меня нет, поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. Вот и все. О чем же сегодняшнее видео? Сегодня мне бы очень хотелось осветить жизнь 3 очень популярных девушек в той самой соцсети, которую нельзя называть, ну, конечно же, в Инстаграме. На них подписаны миллионы людей, их стили и укладки повторяют и ими вдохновляются, за их жизнями следят бесконечно. И как-то так получилось, что все они из разных ниш блогеров фэшна, если вообще можно блогеров делить на ниши какие-то. Они вот представители фэшн ответвления, но все немножечко о разном. Девушки, о которых мы сегодня будем говорить, это Негин Мерсалехи, Изабель или Изабелла Мазерс и Эмили Линдмарк. Но для начала давайте разберемся, кто же такая It Girl и почему на YouTube и в Pinterest все ищут макияж It Girl. It Girl — это трендсеттер. Она влияет на мнение аудитории и диктует им новые правила моды. Кроме того, данные девушки образованные и умны, а их жизнь провоцирует обсуждение и восхищение. Звезды, но не совсем, как мне кажется, привычные для нас. То есть It Girl — это именно девушки, популярные в среде фэшн. Хотя какая красивая девушка сейчас не мечтает стать фэшн-блогером? Вопрос риторический, конечно. Таким людям прислушивается их многомиллионная аудитория. Люди хотят хоть на секунду приблизиться к ним, многие даже утверждают, что их любимые It Girl поменяли их жизнь навсегда. Если говорить о суперзнаменитых It Girl, то это, конечно же, Хейли Бибер, сестры Дженнер и Хадид. Но сегодня не о них, а о более приближенных к реальной жизни девушках. Потому что не будем забывать, что и Хейли, и сестры Хадид, Дженнер — это все Nepo Baby, то есть дети знаменитых родителей. Если говорить о лексическом значении этого термина, то их несколько, начиная от девушка, которая создает модные тенденции, светская львица, богатая лентяйка, гламурная девица, икона стиля, популярная личность, и заканчивая такими версиями, как интернет-девушка и даже итальянская девушка. Название It Girl родилось в 20-х годах 20 века из истории Киплинга, который написал, что у некоторых женщин есть It,
ну, в переводе с английского «нечто это», которое заставляет всех вокруг мужчин влюбляться и восхищаться ею. Это может быть не обязательно красота или фигура, скорее здесь имелся в виду определенный характер. Сейчас мы все называем это дружно харизмой. Сегодня данный термин приобрел другое значение. Сегодня it girl – это женщина в центре внимания. И кто бы что ни говорил, втайне все мечтают быть на ее месте. Это своего рода икона. Данный термин претерпевает изменения в значении, курсируя от страны к стране. В Европе и в том числе Италии, родине it girl, как мы с вами знаем, и в одном из следующих видео мы более подробно в этом разберемся. Понятие it girl связано в первую очередь с модой и стилем. Причем это девушки, которые не подражают кому-то, а именно создают что-то новое, что-то свое. Это не обязательно певица или модель, супербогатая девушка или светская львица. Обычно имеет значение только ее безупречный вкус и чувство тенденций. Такие девушки часто появляются на страницах модных журналов и на модных показах. И кто бы что ни говорил, но они непосредственно влияют на моду. В нашей стране понятие it girl непосредственно связано со светскими львицами. Это девушка, которая имеет много денег, чаще всего не работает, но не всегда. Сейчас вообще прослеживается такая тенденция, что русские it girl становятся дизайнерами своих линий одежды, открывают выставки и галереи, постоянно тусуются, могут заниматься искусством. И барабанная дробь, я хочу, чтобы вы подумали, кто самый первый приходит на ум, когда вот перечисляешь все это? Ну, конечно же, Ксения Собчак в свои молодые годы. Она настоящая it girl. И мне кажется, что если бы сериал «Сплетница» снимался в наши дни, такой, каким он был именно оригинальный сериал, то и Блэр, и Сирена, и все их подружки, все их окружение были бы it girl. Как же жалко, что тогда не существовало Инстаграма. Но им и без него было весело. Но если все это резюмировать, то настоящая it girl — это девушка, на которую все хотят быть похожей. Абсолютно все. И, честно говоря, я не очень ей завидую, потому что вы представляете, сколько в одном человеке должно быть качеств, чтобы это нравилось всем. Та еще нелегкая задачка. И если вы не знали, то сейчас тренд на it girl особенно популярен. То есть это уже не что-то абстрактное, а вполне конкретное. Все ищут укладку it girl, макияж it girl. То есть какие-то наши привычные обыденные действия в реальной жизни, как накраситься, уложиться, уже имеют эту приставку, и люди понимают, о чем идет речь. И главным образом задает общее видение этой такой невообразимо красивой девушки, конечно же, Изабель или Изабелла Мазерс или Matters. Именно ее фото вы найдете в Pinterest, если забьете it girl. Что же такого особенного в этой девчонке? Ну, идеальная фигура, милое лицо с пухлыми губами и модельное прошлое, а может и будущее. Никто из нас не знает, что будет дальше. И когда я говорю об идеальной фигуре, то не обобщаю. У нее действительно просто фантастические пропорции тела, и в интернете вы найдете кучу статей, какой диетой добиться такого же результата. Но меня никто не переубедит в том, что ее красивая фигура – это во многом результат очень удачной генетической лотереи. И я не умаляю ее заслуг в спорте. Она занимается и пилатесом, и балетом, и много времени действительно проводит в спортзале. Но, откровенно говоря, никогда мы наблюдаем ее именно с подросткового возраста, не была девочкой 150 килограмм, и вот с этого момента она бы худела. Она просто худая сама по себе и поддерживает эту форму. Кто же она такая? Изабель Мазерс – начинающая австралийская фотомодель, блогер, ютубер и личность в социальных сетях, получившая мировое признание за работу с модельными агентствами QI и IMG Models по всему миру и сотрудничество с несколькими модными брендами, включая Fashion Nova, Pretty Little Things и другими. Девушка родилась и выросла в Австралии, если кому-то интересно ее знак зодиака рыбы. А также она имеет австралийское гражданство и на сегодняшний день постоянно проживает
в Австралии. Информации о ее родителях нет, хотя мы знаем, что у нее есть сестра по имени Оливия Мазерс, которая также является известной моделью. Согласно онлайн-источникам, в раннем возрасте она посещала частную среднюю школу, где и получила образование. Если говорить в начале карьеры, то Изабель начала свою карьеру модели в социальных сетях, особенно в Инстаграм, делясь своими фотографиями и видео о модельном бизнесе. За короткий период она приобрела популярность на платформе, поскольку ее модный контент стал вирусным и собрал миллионы подписчиков. Благодаря растущей известности в Инстаграм как фотомодели, Изабель привлекла внимание множества модельных агентств и подписала те самые контракты с модельными агентствами, которые я называла, сейчас, когда говорила о ней. Как фотомодель она работала и сотрудничала с несколькими брендами одежды, спорта, средств по уходу за кожей, бикини и нижнего белья, включая CSB Active, Fendi, Skims, Louis Vuitton и многими другими. Прогнозирую также и то, что девушка станет лицом разных модных домов и печатных изданий. Обложки ей обещают в общем. Она активный пользователь ТикТока, где делится своими секретами по питанию и похудению, поет песни, открывание губ — это популярное. Также есть у нее своя страничка на Ютубе, где вы найдете ее обычную жизнь, влоговый формат, то есть как она ухаживает за кожей, как она делает свой макияж и так далее. Девушка любит путешествовать, петь, заниматься серфингом, кататься на лодках, рафтинге, кататься на лошадях, велосипеде, фотографировать и читать книги. И если бы меня спросили, чем она запоминается, то я бы ответила, что это укладка девушки-серфера, стрелки карандашом и пухлые губы. Стиль девушки — это в основном супер открытые платья и спортивная одежда. И если бы вы только знали, какая красивая эта спортивная одежда, и это совсем не то, что нам предлагает пресловутый Wildberries, например, или даже магазины. Это что-то... в чем хочется заниматься спортом, бегать и активничать, правда. И в связи со всем этим в 2023 году она становится креативным партнером бренда CSB. CSB — это бренд спортивной одежды премиум-класса, и посмотрите на то, какую красоту они создают вместе. Она преуспевает везде, поэтому в личной жизни у нее все тоже прекрасно. Уже долгое время она встречается с парнем по имени Хари Мусумичи, и он тоже модель. Кто еще их поймет лучше друг друга? Если провести мини-опрос, как в наших анкетах детства, то вот что получится. Любимые цвета — серый и белый. Любимое место — Париж. Любимый актер — Том Харди. Любимая актриса — Марго Робби. Любимый вид спорта — баскетбол. Любимый спортсмен — Леброн Джеймс. В общем и целом состояние Изабель на 2024 год оцениваются более $2 миллионов. Основными источниками ее заработка являются моделирование, рекламные ролики, продвижение бренда, реклама, ведение блогов и другие деловые начинания. Напишите мне в комментариях, как вы относитесь к Изабель, мне будет очень интересно, почитать. Я подписана на нее уже очень давно, нежной любовью люблю. А следующая девушка является главным амбассадором невероятно красивых волос Инстаграма. А еще ухода за ними, ведь именно на уходе за волосами она смогла построить свою бизнес-империю, но обо всем по порядку. Негин Мерсалехи родилась в Нидерландах и живет в Амстердаме по сей день. Своей яркой внешностью она обязана иранским корням. Ее родители переехали из Ирана в Нидерланды за несколько лет до ее рождения. Она не единственный ребенок в семье, у нее есть старшая сестра. Вообще, семья для девушки имеет огромное значение. Они часто собираются вместе и проводят время за ужинами, прогулками и даже путешествуют вместе. Выстрелила она, конечно, благодаря своей страничке в Инсте, которую завела в 2012-2013 годах. Но до этого у нее, как и у каждой уважающей себя девушки, был свой блог neginmersalekhi.com. А как вы думали, девчонки продвигались в реалиях, где не было Инсты? Если немножко поговорить о ее жизни до известности, то она изучала маркетинг в колледже и запустила свой блог в 2012 году. И раскручивание своей странички как личного бренда стала темой ее выпускной работы. Вот так вот выбираешь свою тему диплома, а в итоге это все выливается в 7-миллионную аудиторию, путешествия, показы мод и огромные контракты, оплачиваемые, я имею в виду огромно.
И я даже не знаю, хотела ли она этого сама в самом начале. Если говорить о блоге Негин в 3 словах, то это стиль, путешествие и гизу. Ну и, наверное, еще любовь в 4, получается, словах. Люди быстро прониклись к ней симпатией и стали часто спрашивать, как же она ухаживает за своими красивыми волосами. А секрет был прост: папа пчеловод и мама парикмахер. Всю свою блогерскую жизнь девушка заявляла, что никому не дает прикасаться к своим волосам, кроме своей мамы. Она ее стригла, укладывала, когда это нужно, а ухаживала она за ними всю свою жизнь, как она заявляет, благодаря пасеке своего папы. Она брала оттуда воск, по-моему, какие-то материалы, которые дают пчелы, что ли, не знаю, и все это наносила на свои волосы. И, наверное, самые милые пчелы живут именно у ее папы, а я точно знаю, о чем говорю, потому что все мое детство моя бабушка занималась пчелами, и я была постоянно искусана и ничего доброго от них не видела, а Негин может стоять буквально в шортах и топе на пасеке своего папы, и у нее самые дружелюбные отношения с его пчелами. Стиль девушки – это хороший микс люксовых брендов и масс-маркета. Она отражение всего воздушного и нежного, а также сексуального в одном флаконе. И несмотря на то, что в ее крови намешаны персидские и турецкие линии, я свободно могу представить ее француженкой, гуляющей по Парижу. И у нее, кстати, есть очень крутое видео с парнем оттуда. Да, у нее есть парень, и они вместе уже 18 лет. И мы немножко поговорим про ее бренд, и потом перейдем к их истории любви. В 2013 году журнал Esquire опубликовал ее в разделе Instagram, то есть женщины, которых мы любим, на их веб-сайте. Также она попала в список Forbes как 30 успешных женщин моложе 30 лет за все свои усилия в социальных сетях. Есть у нее и одноименный YouTube-канал, где выходят влоги о ее обычной жизни и путешествиях. Буквально о новом витке ее бизнес-деятельности можно говорить, когда на мировом рынке она представила свой косметический бренд Джису или Гизу на манер того, как его называет Негин. Потому что медовые банки Негин захватили не только иностранных блогеров, но и русских, и вы, скорее всего, тоже видели эти золотые банки. Не буду говорить о том, как это все захватило и ТикТок в том числе. Видимо, в какой-то момент все эти разговоры про ее волосы подтолкнули девушку к бизнес-идее. Бренд создали в 2015 году, и, конечно, первое время он выплывал за счет имени создательницы. Как я уже и говорила, девушка родилась в семье потомственных пчеловодов, поэтому основным компонентом и визитной карточкой бренда является мед. Негин и ее отец до сих пор производят его на своей личной пасеке в пригороде Амстердама. В 1985 году он обустроил пасеку и стал пчеловодом в 5-м поколении. В 1988 родилась сама Негин. С детства она следила за семейной пасекой и видела пользу меда не только на кухне, но и в ванной. Ее мама была парикмахером и использовала мед для ухода за волосами. Именно она разработала формулу знаменитого масла, которое впоследствии стало первым продуктом бренда Гизу. Но успех был достигнут не только за счет имени девушки. У компании была хорошая маркетинговая стратегия. Ведь они стали продвигать свои продукты через разных блогеров. Первые 2 года бренд выпускал только масло для волос Honey Infused на основе фирменного меда Мерсалехи. В его составе нектар цветов чертополоха, белого клевера, дикой ежевики, кипрея и борщевика, который, по словам производителей, предназначен для поддержания блеска и мягкости волос. С 2017-го в линейке стали появляться другие продукты с добавлением меда: шампунь, сыворотка, несмываемый кондиционер и даже парфюм. Подписчики полюбили их не только за стильные банки и работающие формулы, но и из-за сладкого аромата, который оставлял на волосах медовый шлейф.
В 2019 году Гизу запустил инициативу The Gizu Bees Project, установив ульи в разных городах по всему миру – Париже, Нью-Йорке и Мельбурне. Проект был направлен на распространение практики городского пчеловодства и увеличение жизненного цикла медоносных пчел. До этого Гизу добавлял заказы семена растений, которые можно было посадить в парках или садах и таким образом помочь пчелам в сборе нектара. В 2020 году долю в бренде купил инвестиционный фонд Walter Seven, который занимается поддержкой стартапов, связанных с красотой и лайфстайлом. По словам представителей компании, фонд инвестировал в Гизу несколько миллионов долларов. По данным издания WWD, в 2020 году доходы бренда составляли около 10 миллионов в год. Спустя 3 года инвесторы рассчитывали получить от марки доход в размере более 100 миллионов в год, долларов, разумеется. Забегая вперед, можно сказать, что сейчас представители Гизу не раскрывают информацию о доходах. Компания Owler, которая занимается сбором данных о брендах, оценивает доходы Гизу в 5-25 миллионов долларов. Такой вот большой разброс. Благодаря Walter Seven марка стала расширяться в коммерческом направлении и розничной торговле. В 2020-м Гизу поставил свои корнеры в магазинах Sephora, а спустя год начал выпускать продукты для лица и тела. Их масло для лица получило премию журнала Allure Best of Beauty в 2022 году и стало вторым бестселлером после того самого масла для волос Honey Infused. Если мы говорим про их какие-то этические основы и доверие пользователей, потребителей, то вот как обстоят дела. Несмотря на то, что громких скандалов по поводу тестирования на животных с брендом не случалось, вопрос об этике до сих пор витает в воздухе. В 2022 году авторы блога «Название ниже», посвященного экологичному образу жизни, обратились к марке напрямую и запросили дополнительную информацию об их cruelty-free политике. Представители Гизу ответили, поскольку наши продукты содержат мед или прополис, они не являются веганскими. Однако вся продукция Гизу не тестируется на животных, мы придерживаемся подхода, ориентированного на пчел. Это означает, что мы позволяем пчелам руководить нашими методами пчеловодства. Наше производство основано на цикле сбора урожая, и мы забираем его излишки только тогда, когда это уместно. Мы не осуществляем доставку в Китай или другие страны, где по закону требуется тестирование на животных. Так как Гизу не сертифицирован независимой страной как cruelty-free бренд, а также не представил четкую информацию о тестировании, блог внес его в серую зону, где находятся бренды, позиция которых не ясна. Многие пользователи, и для этого достаточно почитать разные ветки на Reddit, очень скептически настроены к бренду, независимо от того, проверяется он на животных, тестируется или нет. Конечно же, как и многих блогерских продуктов, претензии касаются соотношения цена-качество и скепсис относительно рабочих формул. И вот, например, мы читаем отзыв такой. Я купил почти все продукты, бьюти-консультант отзывался о них максимально восторженно. Что я могу сказать? Пустая трата денег. Нет, они неплохие, они просто ничего не делают. Ладно, я решила, что они неплохо пахнут, но потом я прочла обзор и поняла, что это тоже сила внушения. Это пахнет мылом для рук в общественном туалете. Вот и все, что я чувствую сейчас. Ну, конечно же, можно утверждать, что многие отзывы в интернете куплены даже твоими конкурентами. Но у кого действительно есть банки Гизу, расскажите нам в комментариях, как они вообще вам. Сегодня в линейке Гизу представлены средства для тела, лица, волос, губ, все на основе меда Мирсалехи, но в новых вариациях с ягодными отдушками и шиммером. В последнее время Гизу вслед за другими популярными брендами начал производить трендовые продукты, которые активно залетают в рекомендации соцсетей. Например, их ролики с блестящими маслами для губ стабильно набирают около 1,5 миллиона просмотров. Но пока этим средством не удалось побить успех масла для волос или губ из основной линейки. Также у бренда выходило много реклам в стиле винтаж, какая-то атмосфера, не знаю, 80-х годов в Америке, семейной жизни, очень антуражно, что-нибудь ставлю сюда вам. I'ma do it anyway. So save your worries, slide your love
come and finally believe that it's gonna be a bright one here. Hey, let's move to back. Let's do it. What are we doing? Hey, let's try to go out. Well, everybody come out here real quick. Everybody come out. Come here. We all sing together. Hey. Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say. 'Cause even if the world is... Вот такую историю стартапа я вам сегодня рассказала. И вообще, наверное, никогда не знаешь, что выстрелит. Например, мы с моей подружкой постоянно генерируем какие-то очень гениальные идеи, как нам кажется. И одной из последних было продавать сейчас летом вот эти баночки с арбузами и дынями нарезанными. Этого очень много в Питере, например, но в нашем городе не так много. В общем, вот такие мы начинающие бизнесменши в постоянных каких-то своих мечтах. Я же хочу выразить огромную благодарность сайту Флакон, который написал эту обширную статью о бренде Негин, и которую сегодня я вам процитировала и вообще смогла вам рассказать эту историю на русском языке. Такого маловато, конечно, о не сильно популярных людях на просторах российского интернета. Русского интернета. Вы поняли, в общем. Ну а вы напишите мне, пользовались ли вы чем-то от Гизу, и чтобы вы понимали, на сегодняшний день цена этих банок составляет больше, на масло для волос от бренда этого больше 10 тысяч рублей, нашумевшее масло для губ 7 тысяч рублей выше, и цена на всякие комбо-наборы от 12 тысяч рублей, и, наверное, до бесконечности, но я видела за 25-30 тысяч рублей, и вот так вот. Я помню золотые времена, когда ее масло для волос стоило в районе 5 тысяч рублей. Как хорошо мы тогда с вами жили, ребята, потому что я не думаю, что цена повысилась, изначально повысилась цена на это масло, это просто, видимо, в связи со всей вот этой ситуацией внешней такая цена предстала у нас, то есть это перекупы, которые продают вот за столько это. Ну и давайте вернемся к личной жизни. Встречаться с парнем 18 лет, получить идеального бизнес-партнера и отца своих детей. Возможно ли это? Да, и Негин доказывает нам своим примером. Со своим парнем Маурицем Стиби они вместе с 2006 года, еще с универа. Оба открыто говорят о своих отношениях и часто появляются на публике вместе. Ржут вместе над тем, что еще не поженились. Вернее, он не сделал ей предложение. Уже сделал, конечно, но на тот момент еще нет. В общем, ее долго хейтили за то, что они столько вместе, а он до сих пор не позвал ее замуж. Но мы же с вами вернемся к началу. До знакомства с Мирсалехи ее парень Маурис работал консультантом вот в этой прекрасной фирме, и, к сожалению, я не нашла информации о том, что это за организация такая, а потом он начал работать вместе со своей девушкой над ее блогом. Негин и Маурис — это, что-то типа идеальной пары, союза, созданного на небесах, хотя я не верю в такое. Но они действительно очень милые, как будто бы никогда не ругаются, поддерживают друг друга и всегда остаются рядом, чтобы помочь, когда это необходимо. Маурис также появляется во влогах своей девушки на YouTube постоянно. Для меня ситуация не очень ординарная из-за того, что чаще всего, как мы с вами понимаем, такие союзы распадаются. Мало кто остается со своей первой любовью, со своим первым парнем из колледжа, школы и так далее. И это же нормально, люди вырастают, у них появляются другие интересы, они буквально становятся другими людьми. Здесь же все вообще не так. Сколько всего они прошли вместе, как он пережил и справился с тем, насколько она стала популярна, как она вообще должна вести свою жизнь, потому что это же постоянная жизнь под камерой. Совсем справился, через все прошел вместе с ней, участвует во всех ее рекламах, на всех мероприятиях, у них все классно. И, кстати, если я не сказала, буквально вот совсем недавно, перед съемкой этого видео, я
смотрела, что у них было какое-то мероприятие Гизу в Сент-Тропе, что-то они там праздновали. В общем, поставляю вам фотки обязательно. Более того, ребята не упускают возможности поздравить друг друга в особые дни, такие как День Святого Валентина, день рождения, годовщины и так до бесконечности. Далеко ходить не нужно. На днях ребята отметили свою 18-ю годовщину отношений. В связи с этим у нас, конечно же, был пост в Инстаграме. Прекрасные, красивые, замечательные. Но сколько бы злопыхатели не смеялись над Негин и тем, что ей не сделали предложение, она получила свое заветное колечко. И вот как это было. В июле 2021 года в Портофино с шикарным видом на озеро Маурит задал тот самый вопрос и получил согласие. Данный пост собрал 1 миллион 168 тысяч лайков. А в январе 2022 года мы узнали, что они ждут своего первенца. Вот так вот, никакой пышной свадьбы у нашей прекрасной Негин не было, но мы очень ждем, хотя информации даже сегодня нет пока что об этом. Потому что мне бы очень хотелось посмотреть на это событие в их исполнении. До беременности у Негин были проблемы по-женски, она делилась этим и в своем инстаграме, и на ютубе, поэтому, конечно же, беременность была для нее очень важной и желанной. И в июле родился их сын Сэм. У мальчика, кстати, двойная фамилия Маурит Стипе. Но и это еще не все. В июне этого года девушка сообщила, что в их семье снова ждут прибавления. Свой пост она подписала так: «Наша маленькая семья растет». В общем и целом, ее парень и вся их семья для Негин такой же благополучный проект, который выстреливает каждый день. Они не доставляют ей проблем. Теплые отношения сохраняются у них и по сей день, и все это является красивой картинкой для подписчиков в Инстаграм. Мы не можем с вами отрицать того, насколько это важно для любой it-girl. Ну а тонны их совместных красивущих фото служат отличными референсами для влюбленных пар. А какими стильными молодыми родителями они являются, это просто белиссимо и загляденье. У девушки также есть собака Мози Мерсалехи Стипе, порода лабрадудль. В моей биографии есть такой факт, что был момент, когда я долистала всю ленту Негин до конца. У меня это заняло несколько дней по 1-2 часа. Вот я просто листала, запоминала, где я останавливалась, листала дальше. И я могу сказать, что она милашка и тогда, и сейчас. Как и многих инфлюенсеров, девушку подозревают в пластике. И не зря. Она и сама любит делиться своими старыми университетскими фотками. И, конечно же, многие замечают разницу тогда и сейчас. А Негина не скрывает, что убрала горбинку носа и подкорректировала губы. Ну и плюс сильно похудела с того момента. И многим турецким звездам поучиться бы этому у Негина открыто говорить о своих изменениях. Девушка состоялась во всех жизненных сферах и, конечно же, в первую очередь как бизнесмен. Она зарабатывает со своих постов в Инстаграм, с роликов на YouTube, ее бренд приносит ей тоже немаленькие суммы. А это только то прозрачное, что мы видим. В 2018 году люди насчитали ее суммарный годовой доход в $3 миллиона. Сейчас эти цифры, конечно же, выросли. Еще одна красотка, которую бы я отнесла к девушкам old money и самая настоящая тихая роскошь — Эмили Наташа Линдмарк, в Инстаграме небезызвестная Эмитас. Голландская фотомодель, блогер, ютубер и влиятельный человек в социальных сетях. Она приобрела популярность как фотомодель и блогер, делясь модными луками на различных платформах социальных сетей, включая Инстаграм. Также она популярна благодаря публикациям влогов о стиле жизни на одноименном YouTube-канале и является соучредителем Le Capsule бренда одежды вместе со своим парнем. Для меня блог Эмили — это такая тихая гавань, где вы можете найти стиль, много зелени и Париж. А еще посмотрите на это прекрасное фото. Ну что это еще, если не настоящая роскошь? Девушке не нужно кричать о своем богатстве, ее повседневная жизнь все говорит за нее.
Она родилась и выросла в Швеции со своими братьями и сестрами. Рано обнаружила свою страсть к моде и решила развиваться в этом направлении. С ростом популярности Instagram Эмили подписала контракты со многими брендами моды, спорта, одежды, средств по уходу за кожей и купальников, включая Fendi, 080 Barcelona Fashion, Skims, Celine, USL, Balenciaga и многими другими. Кроме того, она запустила и собственный бренд одежды под названием La Capsule вместе со своим парнем Жераром Сабе. Они продают свою одежду на официальном сайте, а также на различных платформах социальных сетей. Я его посетила для нашего сегодняшнего ролика. Очень милые вещички. Их немного, но если вы что-то ищете, найдете у них. На YouTube можно увидеть ее лайфстайл-контент. Такие ролики, как обзор на квартиру, как девушка красится, занимается спортом, а также обзоры ее покупок одежды и собирание разных капсул, из одежды капсул имеется в виду. В личной жизни выбор девушки пал на испанца Жерара Сабе, который тоже является популярной моделью. Они действительно та самая инстаграмная парочка, но вообще нисколько не навязчивая. Знакомство с Жераром состоялось в 2017 году в Барселоне. На тот момент парень как раз снимался для Армани и заключал новый контракт с Calvin Klein. Все началось с дружбы, а после переросло в крепкие отношения. Ребята вместе путешествовали, работали и жили в Барселоне. Предложение состоялось в июле 2022 года. Эмили сказала Жерару «да» на романтической церемонии в монастыре Санта-Мария де Вальдензелла в Барселоне. Религиозная церемония состоялась в поместье Белрека. Вдохновением для образа стали веяния модной индустрии, а также индийские корни девушки. «Я не переставала улыбаться в течение всего дня», — восклицает она. «На мне были платья моей мечты, и вокруг меня были люди, которых я люблю больше всего. Лучше и быть не могло». Платья, о которых идет речь, были одним из самых значимых элементов дня. Эмили надела 3 отдельных платья, каждое от кутюр, созданных в тесном сотрудничестве с испанским дизайнерским домом Росса Клара. Я работаю с Росса Клара 6 лет и надевала их платья на многие мероприятия и свадьбы. И так для меня было совершенно ясно, что если однажды я выйду замуж, то это будет платье от Росса, говорила она. Мы выбрали модель, которую я имела в виду, но вместо того, чтобы создавать все платье из одной ткани, мы начали добавлять к платью разные кружева, ткани и жемчуг. Постепенно мы нашли платье моей мечты. Дизайн состоял из лифа с круглым вырезом и сетки ручной вышивки, расшитой мелкими блестками. Волны кружев подчеркивали рукава, линию, талию и спинку с элегантным ромбовидным вырезом. Тщательно продуманный лиф идеально сочетался с полуприлегающей юбкой из нежного шелкового крепа, которую Роза Клара дополнила легкой и струящейся верхней юбкой из крепа длиной 8 футов и фатой из тюля иллюзион длиной 3,5 метра. В макияже трендовая естественность, а в качестве прически невеста выбрала низкий зализанный пучок. Небольшой букет от Ферини состоял из флоксов и цветов буварди в белых оттенках. В дополнение серьги и серебряные босоножки на платформе. На ужине Эмили появилась в образе с индийскими мотивами от этого же дизайнера. В кружевном топе в стиле халтер или халтьер, поправьте меня в комментариях. Длинной юбки в пол с драпировкой и сари, которая не спадала с ее плеча и обрамляла талию. «Мой отец из Швеции, а моя мать из Шри-Ланки», — говорила Эмили. «Поэтому, поскольку первое платье было очень западным, мы решили подчеркнуть другие мои корни вторым платьем». Вдохновением для создания послужила традиционная шри-ланская сари, объясняла девушка. Верх лиф с вырезом на бретельках был сшит из 2 вышитых кружев с микрошариками, а талия юбки из шелкового муслина ручной работы в складку. Платье было дополнено полу, драпированной лентой, типичной для сари, не спадающей с плеча и оборачивающейся вокруг тела на талии. Моя мама носила это каждый день, когда была учительницей на Шри-Ланке, поэтому я хотела, чтобы это стало для нее небольшим сюрпризом на свадьбе. Самое приятное в этом платье то, что я могу легко использовать и верх, и юбку для других случаев, отмечает Эмили. Третье и последнее платье, в котором, по ее собственным словам, было по-настоящему удобно и легко танцевать,
И опять же, девушка хотела создать долговечный образ, который она могла бы использовать после дня свадьбы, результатом чего стало струящееся платье прямого кроя из натурального шелкового атласа. Мы выбрали простое платье с открытой спиной, ее легко регулировать, описывала девушка. После свадьбы я могу обрезать длину и использовать его как короткое летнее платье, добавляла она. После трогательной церемонии гости и пара отправились на торжественный ужин в поместье. Белые розы, свечи и никакого лишнего декора. Концепцию гармонично дополняли яркие образы друзей пары. Первый танец Эмили и Жерара прошел под песню Coldplay Fix You в музыкальном сопровождении скрипача. Вообще полное состояние Эмили на 2024 год оценивается более чем $1 миллион США. Вот такие они It Girl нашего поколения. Стильные, красивые и очень богатые. Напишите мне в комментариях о своих любимых блогерах. Знали ли вы тех, о ком я рассказывала сегодня? Как вы вообще относитесь к современным тенденциям и что об этом думаете? Единственное, о чем я могу сказать, что данный выпуск не последний по этой теме, и буквально одним из следующих будет о самой главной фэшн девушке Инстаграма Кьяре Феррани. И если вам интересен этот персонаж, то если оно уже будет выставлено, приглашаю вас к этому видео. Если же нет, то все скоро будет. На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам со мной было интересно. Вы узнали что-то новое. А я уверена, что о тех, о ком я сегодня вещала, вы точно узнали что-то новое. Хорошо провели время и просто зарядились хорошим настроением. Я желаю вам хороших выходных, либо же хорошего начала недели, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Всем пока и до новых встреч! Муа!